Всем привет, друзья! Вы на канале Bookhouse, меня зовут Костя, и сегодня я хотел бы вам показать лучшие книги в моей библиотеке. Я буду показывать вам их по частям, потому что, к счастью, таких книг у меня очень много. И я буду постепенно рассказывать вам об этих книгах, ну и надеюсь, что вам что-то понравится. Давайте смотреть. В первом видео цикла о лучших книгах моей библиотеки я хотел бы вам показать больше такие современные книги, на которые стоит обратить внимание, но также несколько классических книг у меня тоже будет. И первая из них это научно-фантастический роман Дэниела Киза «Цветы для Элджернона». Вообще, это одна из первых книг, с которой я начинал свой читательский путь, и, конечно, эта книга оказала сильное влияние на мое, наверное, литературное сознание. И познакомившись с этой книгой, я испытал очень много эмоций, как позитивных от мастерства писателя, так и грустных от самой истории и от самой ситуации, которая происходит в книге. Это история о 33-летнем персонаже, которого зовут Чарли Гордон, и он является умственно отсталым. Ему предоставляется шанс на то, чтобы изменить свое сознание, да, чтобы ум к нему все-таки вернулся, чтобы он мог начать жить как обычный человек, ну, размышлять и тому подобное. В противовес к этому есть мышь, которую зовут Элджернон. Кстати, я что-то забыл, мужского или женского пола, по-моему, мужского. Так вот, именно Элджернон здесь выступает в роли такого, знаете, наверное, как бы сравнительного персонажа. Мы наблюдаем за тем, какие изменения происходят с мозговой деятельностью мыши, и параллельно смотрим, как изменяется Чарли Гордон, который подвержен экспериментальным технологиям для того, чтобы изменить его сознание. Но вообще в этой книге очень много таких серьезных вопросов поднято. Например, как там ровесники относятся, даже не ровесники, наверное, а молодежь, к людям, у которых есть проблемы со здоровьем. И здесь это очень сильно прослеживается, потому что подростки над Чарли Гордоном очень серьезно изгаляются. Хотя Чарли Гордона в меру своего развития мозгового и умственного не замечает. Он думает, что они его настоящие друзья, что они с ним просто играют, и это, ну, такой способ дружить. Потому что другого он в принципе в своей жизни не видел. Также, если вы будете читать эту книгу, то вы обратите внимание на то, что автор нам полностью передает умственное состояние главного героя с помощью слов, которые он пишет. Он пишет без знаков препинания, он пишет с ошибками, он пишет просто сбивчиво, не деля текст на абзацы. То есть, ну, это, по сути, такой реально способ показать, что вот Чарли Гордон и вот у него такие проблемы. То есть, его мозг не работает. Ну и, конечно, вся история заканчивается тем, что Дэниел Киз хочет, наверное, показать нам, к чему же приводят такие эксперименты над людьми. И если вы дочитаете книгу до конца, то, я думаю, вы, во-первых, поймете позицию самого автора по этому вопросу, а во-вторых, сможете самостоятельно поразмышлять на эту тему. Следующая книга это снова классическая литература. Если следили за моим блогом, то вы знаете уже, что я люблю эту книгу очень сильно. Но сегодня я покажу ее вам еще раз. Это книга Джона Стейнбека, которая называется «Гроздья гнева». Это история о Великой депрессии в Америке, когда люди были вынуждены скитаться просто в поисках того, чтобы выжить. У этих людей отбирали все: имущество, землю, дома. Ну и, соответственно, люди голодали, умирали от этого. И вот эта история о семье, которая пыталась выжить. Какими способами она пыталась выжить. Что им приходилось делать, что приходилось терпеть, как приходилось унижаться, чтобы все-таки выжить. Это самая настоящая трагедия, которую я бы порекомендовал прочитать каждому. Ну, во-первых, потому что эта книга дает понимание культуры американского населения, да, восприятие мира их.
но и в другой степени эта книга интересна тем, что здесь поднята довольно-таки важная тема того, как государство, наверное, в некоторых моментах не считается с жизнями простого населения, как оно даже, наверное, искореняет население, не замечая этого. Ну и помимо всего прочего, автор привлекает тем, что он пишет очень простым языком, что он не использует каких-то сложных оборотов и, что самое для меня главное, это большое количество рассуждений главных героев на философские темы. Темы жизни, темы существования и тому подобное. Эта книга была первая у Джона Стейнбека. С того момента, как я ее прочитал, я уже прочитал и другие его литературные шедевры, например, «К востоку от Эдема». Тоже классная книга, но это явно зашла мне намного больше. Не знаю, может быть, это просто эффект первой книги у автора. Возможно, это так. Следующая книга, кстати, не сильно-то популярного автора, потому что вообще на просторах интернета я не часто натыкался на фамилию этого автора. Это книга, которая называется «99 франков» Фредерика Бэкбидера. Это, наверное, одна из самых веселых книг, которую я читал, потому что это сатира на рекламный бизнес, это попытка показать весь абсурд рекламного мира, как там жестко обманывают людей. Фредерик Бэкбидер писал эту книгу именно для того, чтобы его уволили. Как он сам говорит, что я писал эту книгу для того, чтобы мои шефы как раз таки сделали это решение, чтобы они меня уволили, потому что если бы он уволился по собственному желанию, то никаких компенсаций, льгот и так далее ему бы никто не выплатил. Поэтому он решился на то, чтобы написать книгу, и, знаете, он произвел невероятный фурор во всем мире. Ну ладно, не во всем мире, но для тех, кто прочитал эту книгу, я думаю, она произвела большое впечатление. Здесь Фредерик Бэкбидер на самом деле очень классно раскрывает сферу деятельности, я имею в виду рекламный бизнес. Он показывает изнутри, как все работает, но и, конечно, он не чурается никаких выражений. Тут, можно сказать, даже отсутствует какая-то цензура, хотя я не помню насчет того, есть ли там какие-то нецензурные выражения, но все равно посыл этой книги такой, что Фредерик Бэкбидер говорит открытым языком все, что у него на уме. В каких-то моментах он говорит, что вот здесь, смотрите, вот такая ситуация, вот здесь вас обманули вот так. Да, как делаются заголовки, слоганы, рекламные какие-то кампании. Вот именно об этом здесь пойдет речь. И эта книга оставила очень приятный след, потому что всегда приятно читать о жизни реальной, да, не какой-то выдумки, а о реальной жизни. Человек, работающий в рекламном бизнесе, который, точнее, работал, уже не работает, явно может знать очень много, и ему стоит верить. Поэтому, да, это некоего рода, наверное, даже учебник, который может заменить какие-то огромные талмуды и показать, как реально работает реклама. Ну, что много говорить. Фредерик Бэкбидер выпустил эту книгу и уволился с работы основной и перешел в мир литературы. Ну и завоевал здесь почетное место, я считаю. Хотя, повторюсь, я почему-то не слышу, чтобы он был на слуху. У него, кстати, еще есть похожая книга «Любовь живет 3 года». Вот он там тоже размышляет на интересные темы. Но та книга зашла мне немного меньше, а вот это прям потрясающе. Следующая книга – это уже современная литература. О ней я также рассказывал. Это книга Мэтта Хейга «Трудно быть человеком». Опять же, это больше фантастический роман, да, это больше выдумка, но задумка книги, она просто великолепная. Главный герой, профессор Мартин, он изучает теорию простых чисел и хочет доказать гипотезу Римана, так называемая гипотеза о, ну, наверное, существовании людей, что ли, как-то так. В общем, его расчеты, его попытки исследовать и доказать гипотезу приводят к тому, что инопланетяне заинтересовываются этим, ведь какому-то смертному с Земли негоже знать такие секреты мироздания, поэтому они направляют некое существо на планету Земля, чтобы это существо
и уничтожила этого профессора. Данное инопланетное существо становится и принимает облик профессора Эндрю Мартина и вынуждено познать то, как трудно быть человеком, как трудно общаться с семьей, с подростками, какие странные бывают люди и что же движет людьми и почему все-таки, несмотря на то, что жить кажется местами трудно, люди все равно продолжают жить и радоваться каждому своему дню. Это потрясающая книга, я о ней узнал совершенно случайно. Я как-то не сразу хотел ее приобретать, но на одной ярмарке я услышал об этой книге, потом прошло время, я заказал эту книгу, прочитал и остался в полном восторге, потому что в этой книге Мэтт Хейк простыми словами говорит о сложности человеческой жизни. Ну и также он пытается дать какие-то советы. В общем, я в любом случае советую вам прочитать эту книгу. Она написана очень легко. Здесь чувствуется некая легкость в изложении автора. И, кстати, у автора есть еще одна книга «Как остановить время». Я ее также прочитал. Ну, ладно, у него есть еще книги, но я прочитал только книгу «Как остановить время». Она тоже классная, тоже мне очень понравилась. Возможно, я о ней тоже в этой подборке буду рассказывать. И на самом деле это редкий случай, чтобы современная проза была в подборке лучших книг. Ну, во-первых, потому что я не любитель современной прозы. Точнее, я могу уже прочитать только тех авторов, которым я уже доверяю. Да? То есть я уже прочитал что-то и готов изучать дальше. Но знакомиться с какими-то новыми современными авторами мне довольно тяжело. Поэтому, если эта книга оказалась в этой подборке, обязательно ее прочитайте. Следующая книга – это произведение такого автора, которого зовут Маркус Зусак, и называется книга «Книжный вор». Я думаю, что вы уже неоднократно слышали об этой книге. Мне кажется, именно вот эта книга у автора приобрела очень широкую популярность и известность. Это история о начале Второй мировой войны, это зима 1939 года, и повествование в этой книге ведет смерть. Да, именно смерть. Она летает над землей, она видит все ужасы, она забирает умерших людей с собой. Ну и не только умерших, да, если смерть уже решила, что кто-то умирает, она тоже таких людей забирает. Также эта смерть встречает девочку по имени Лизель и начинает наблюдать за ней со стороны. Конечно, эта история в первую очередь грустная, она очень тяжелая, так как все-таки мы видим там такие ужасы, которые рассказываются от имени смерти, но в то же время это история, наверное, о силе книги, о том, как книга может вскормить душу человека. И вот на примере данной девочки, главного героя Лизель, ну, главный герой, наверное, здесь все-таки смерть, но эта девочка, она тоже занимает очень большое место в сюжетной линии. Так вот, она находит у себя такое влечение красть книги и находить, наверное, отдушину в тяжелой жизни именно в книгах. Если все-таки вы решитесь читать эту книгу, то будьте готовы к тяжелому эмоциональному давлению, потому что эмоции эта книга вызывает самые сильные, самые искренние, самые настоящие. И, наверное, один из важных посылов этой книги – это любовь к ближнему и то, что необходимо в любой ситуации оставаться человеком, помочь, да, если у вас есть такая возможность, приютить кого-то, если, конечно, ваша, опять же, возможность это позволяет, и человеку действительно нужна ваша помощь. Ну и, наверное, если подытожить, то можно сказать, эта книга о том, что необходимо всегда помогать людям. Да? Нельзя от людей отворачиваться. Что бы они вам ни делали, если мы все будем друг другу помогать, то, конечно, в итоге все будет у всех хорошо. Кстати, у Маркуса Зусака есть еще одна книга. Это книга «Глиняный мост». Вот она, кстати, у меня здесь. Я ее тоже читал. Она очень классная. Кстати, по поводу «Книжного вора» я не до конца рассказал. Маркус Зусак пишет очень своеобразно. Манера повествования автора, она покоряет, и первые страниц 30-40 вы просто не сможете понять ничего, потому что, ну реально, там очень такие выдернутые предложения из контекста. Автор как будто бы просто разрозненно какие-то предложения составлял,
но постепенно, продвигаясь по книге, вы начнете привыкать к языку автора, и вам даже потом покажется странным, что вам вначале не понравилось. Именно с такой манерой повествования я сталкиваюсь впервые, я ни у одного автора не видел такого, и это, конечно, подкупает еще сильнее. И последняя книга в сегодняшней подборке – это книга Себастьяна Фолкса «И пели птицы». Это, опять же, довольно современный автор. Эта книга была выпущена в 1993 году. Конечно, не так уж и близко к нашему времени, но все-таки и не так много, да, то есть всего 30 лет, это, я считаю, не очень много. Но книга явно заслуживает того, чтобы быть прочитанной. Знаете, вот смотришь на обложку книги и думаешь, блин, ну, по-моему, какая-то будет такая любовная история, и, наверное, эта история реально о любви, только не о любви между мужчиной и женщиной, а о любви к жизни. В этой истории мы сталкиваемся с событиями, которые предзнаменовали Первую мировую войну, ну и как раз-таки события самой Первой мировой войны. Это история о так называемых пролазчиках, которые во время военных действий прокапывали тоннели под землей, чтобы на вражеской территории, да, добираться под землей в тыл врага и там закладывать мины. Да, в этой книге очень много завязано именно на этом, но, во-первых, здесь сюжетная линия построена довольно интересно. Мы из будущего как бы получаем события прошлого, нам об этих событиях рассказывают. Но и в то же время здесь очень много таких событий на фронте, но это не просто там, да, какие-то перестрелки, описание боевых действий, а именно взаимоотношения людей между собой. В этой истории вы сможете посмотреть, чем дышат военные, да, которые находятся, можно сказать, уже перед смертью, перед выходом на фронт, и, возможно, они выходят сейчас, да, уже в свой последний бой. И знаете, вот очень так тепло рассказывает об этом автор, хотя сам он не участник боевых действий, но у него получилось создать эту атмосферу, как я считаю, потому что, как вы знаете, один из моих любимых авторов это Эрих Мария Ремарк, и у него тоже очень много книг, в которых описываются какие-то военные события и взаимоотношения людей на фронте. Так вот, Себастьян Фолкс очень классно передал атмосферу и показал, что на самом деле все люди одинаковые, у всех есть какие-то свои проблемы, у всех есть какие-то свои маленькие, но какие-то добрые, теплые желания внутри, в душе. Эта история довольно грустная, но мне кажется, что вам стоит ее прочитать, потому что она тоже учит нас чему-то еще, чему-то, о чем мы еще не читали в других книгах. А ведь учиться и познавать что-то новое из книг, наверное, это одно из самых лучших качеств, которые может подарить нам книга. Сегодняшний ролик подходит к концу. Я попытался показать вам одни из своих лучших книг в моей библиотеке. У меня осталось еще очень много. И вообще, если честно, я планировал показать сегодня не 6, а 11 книг. Но я понял, что лучше разделить, потому что получилось бы очень долгое видео и, скорее всего, его было бы неудобно смотреть. Поэтому я разделю, и будет новое видео, но также с подборкой лучших книг. Но мне будет очень приятно, если в комментариях вы напишите свои самые любимые книги, плюс расскажете о том, какие книги из тех, которые я показал, вы уже прочитали, и поделитесь своим мнением об этих книгах. Не забывайте поставить этому видео лайк, подписаться на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Ну и увидимся через неделю. Пока!